Всем привет! Наверняка у многих найдется любимая книга, зачитанная до дыр, и огромное желание продлить ей жизнь. Но при этом совсем немногие знают, как это сделать. В этом видео я вам покажу, как можно отремонтировать старую рваную книгу своими руками. Для реставрации книги мне потребовалось калька, клей ПВА, ножницы, кисточка, лидерин на ткани. Его можно заменить куском кожи или кожзама. 2 листа переплетного картона 1,5 мм толщиной, 2 листа форзаца 160 грамм и переплетная марля. Вот в таком состоянии мне отдали книгу. Книга замечательная. Кулинарные рецепты советских времен 1966 года. Видно, что пользовались ей часто, но и не очень-то берегли. Да и книжке уже 50 лет. Но на пенсию ей еще рановато, поэтому я буду ее реставрировать. В первую очередь убирается все лишнее. Если корка книги хоть чуть-чуть порвана, ее лучше заменить полностью. У моей книги корочки совсем нет, поэтому я отрываю форзац и убираю старую марлю с корешка. Начну реставрацию книги я с ремонта листов. Для этого мне понадобится калька, порезанная на полосы шириной в 3 см, и клей-карандаш. Работа эта очень кропотливая и требует большой аккуратности. Ремонтировать я буду по очереди каждый листочек. Беру оторванный лист и кладу его на чистый лист бумаги. Затем беру полосу из кальки и, отмерив нужную длину, я промазываю ее клеем. И так как лист у меня рваный со всех 4 сторон, я полосками из кальки обклеиваю весь лист по периметру с лицевой и изнаночной стороны. Ни в коем случае нельзя использовать для ремонта книги скотч, так как после скотча реставрации книги будет невозможно. Не бойтесь немного выезжать за пределы листов калькой. В дальнейшем книжный блок в таком состоянии просто необходимо будет подрезать на ноже, и все излишки кальки отрежутся. Вот такой восстановленный лист у меня получился. Все остальные листы я ремонтирую аналогично этому. Разорванный напополам лист я склеиваю посередине калькой в А3 формат. Я делаю более упрощенный ремонт книги. В идеале надо было всю книгу разобрать по листам и отдельно отремонтировать каждый лист А3 формата и снова прошить все тетради в книжный блок. Отдельно хочу заострить внимание, как отремонтировать надорванные листы в книжном блоке у корешка. Даже если лист порван по чуть-чуть сверху и снизу, я не буду клеить целую полосу, а буду заклеивать маленькими кусочками непосредственно надрывы. Это делается для того, чтобы лишний раз не утолщать корешок книги. Калька хоть и тонкая бумага, но она добавит дополнительный объем. Ну вот таким образом, аккуратно и не спеша, я при помощи кальки отремонтировала все листы книги. Теперь я буду подготавливать ее к переплету. Возьму 2 листа бумаги 160 грамм и аккуратно сфальцую вдвое. Это будет форзац книги. У меня он белого цвета, но цветной форзац смотрится тоже очень красиво. Чтобы приклеить форзац к книжному блоку, мне надо намазать у сгиба форзаца полоску примерно в 3-4 мм. Для удобства я намажу сразу оба форзаца. Для этого, сложив их друг на друга и сместив на 4 мм, я закрываю верхний форзац листом бумаги, также отступив от сгиба 4 мм. Тем самым открытыми остались только 2 узенькие полосы шириной в 4 мм, которые я и промажу клеем. Затем беру книжный блок и приклеиваю форзац намазанной стороной к книжному блоку, равняя его по верху книги. Таким же образом приклеивается второй форзац с
другой стороны книжного блока. Следующим этапом переплета книги будет являться приклеивание переплетной марли к книжному блоку. Для этого ровно распределите переплетную марлю по корешку книги. Аккуратно положите на лист бумаги и сверху накройте тяжелым грузом. Хорошо промажьте корешок с марлей клеем ПВА и оставьте под грузом до полного высыхания. Книжный блок почти готов к переплету. Осталось подрезать его с 3 сторон. Тонкую книгу можно подрезать аккуратно канцелярским ножом вручную. Но так как у меня книга толстая, то я сдала ее в переплетную мастерскую, и мне буквально за копейки очень красиво подрезали с 3 сторон весь блок на резаке. Можно, конечно, отдать книгу на ремонт в переплетную мастерскую, но это будет очень дорого стоить. И куда приятнее, когда любимая книга отремонтирована своими руками. Книжный блок полностью готов, осталось сделать к нему обложку. Для изготовления обложки мне понадобится 2 картонные сторонки, 1 полоска из картона 160 грамм по ширине, равная ширине корешка книжного блока, и по длине равная длине картонных сторонок. А также мне понадобится 1 картонная полоска шириной 8 мм и кусок лидерина, который можно заменить искусственной кожей или кожей натуральной. Ровно посередине лидерина я промазываю клеем ПВА и выкладываю картонный корешок. В него, на намазанный клеем ПВА лидерин, я выкладываю с обоих сторон сперва картонную полоску шириной 8 мм, которую я позднее уберу, и рядом с ней картонную сторонку. Затем срезаю у лидерина с 4 сторон уголки, оставив от угла картона примерно 2-3 мм. И поочередно заворачиваю. Я приклеиваю все загибы лидерина к картону. Начинаю с длинных сторон. Затем, аккуратно защипнув уголки лидерина, я заворачиваю короткие стороны и прижимаю готовую обложку чем-нибудь тяжелым до полного высыхания. А тем временем для красоты я приклею каптал к корешку книжного блока. И такого же цвета приготовлю закладку из тканевой ленточки. Для приклеивания я использовала прозрачный универсальный клей. Обложка высохла, и я буду вставлять в нее книжный блок. Но предварительно я проверю, насколько красиво книжный блок уместится в обложке. Вставляю книжный блок в обложку и слежу за тем, чтобы поля обложки выглядывали со всех сторон ровно на 4 мм. Все получилось ровненько, и я приклею обложку к книге. Для этого, еще раз убедившись, что книжный блок лежит ровно на обложке, я кладу подмазочный лист между 2 форзацами и, намазав форзац, а также переплетную марлю клеем ПВА, я аккуратно захлапываю обложку. Аналогично приклеивается обложка с задней стороны книги, но при этом между форзацем и обложкой, ближе к корешку, я вставлю ленточку-закладку. Накрываю книгу тяжелым грузом и оставляю ее до полного высыхания. Реставрация книги полностью завершена. Сейчас книга выглядит как новая. Не сравнить с тем, что было до ремонта. И я думаю, что она послужит мне еще лет 100, не меньше. И вы тоже можете продлить жизнь своим любимым книгам, посмотрев это видео. Успехов вам в рукоделии и до новых встреч! Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.